С 2025 по 2030 год в фокусе будет развитие дорог и инфраструктуры. Мы заботимся об инвесторах, но и они должны заботиться об обществе. Будет определенный запрет на строительство в определенных регионах. Поэтому некоторые правила мы можем запретить или ограничить, если они мешают. Совсем недавно на Бали прошли выборы, которые определяют политику острова на ближайшие 5 лет. Мы поговорим с представителями власти, что ждет остров и на что рассчитывать нам, инвесторам и предпринимателям. Друзья, всем привет! Мы находимся в прекрасном Бали. Сезон дождей, как вы видите, стартовал в полной мере. У нас сегодня интересный и, самое главное, очень важный разговор. Разговор с представителями властей Бали, представителями власти региона Бадунг, самого популярного и самого туристически привлекательного. Мы поговорим о том, что ждет Бали, какие перспективы развития на ближайшие года и какие возможности есть у девелоперов, а также что стоит ожидать от новой старой власти Бали. Меня зовут Антон Тараненко, и вы на моем YouTube-канале, где есть все про девелопмент, инвестиции и недвижимость. Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех событий. Моим гостем сегодня есть мой давний друг Путу Парвата, гавернер, представитель власти, депутат регенства Бадунг. Привет! Очень рад нашей встрече. Я хорошо помню 2018 год, когда ты впервые приехал в Киев. Тогда я работал в администрации города и занимался туризмом. После этого у нас было много встреч. Ты снова приезжал ко мне в Украину. Потом уже я прилетел на Бали. А потом ты побывал у меня в новом доме, в моем проекте в Турции, в Анталии. Ну а сначала хочу спросить тебя, что ты думаешь об Украине? Помнишь свои ощущения 7 лет назад? Привет! До 2024 года и до сих пор я работаю в местном парламенте. И я очень рад, что смог приехать в Украину. Я был там дважды. Я многое увидел и многому научился. Что может пригодиться нам на Бали, особенно в Бадунге? Вот, например, несколько интересных моментов. Первое, что я заметил, это насколько власти заботятся о жителях и насколько важна градостроительная политика. Планировка города отличная, люди могут спокойно ходить. Все удобно, дороги хорошо построены. Есть тротуары, уровни шума контролируются, и все очень чисто. Город очень чистый и организованный. Поэтому мы хотим перенять этот опыт из Украины, чтобы применить его на Бали, особенно в Бадунге. Украина — это замечательная страна. Пута, первый вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что ждет Бали в ближайшие 5 лет с точки зрения его развития? В правительственной программе и программе Бадунга мы хотим, чтобы Бали и Бадунг стали раем для туристов. Поэтому в Бадунге стремимся привлекать людей. Мы хотим, чтобы жители Бадунга и Бали были счастливы. Мы хотим, чтобы люди были довольны, чтобы жили в окружении дорог без пробок, и чтобы гостям было комфортно. Мы всегда обсуждаем, как сделать так, чтобы иностранцам было приятно на Бали. Гости, в том числе украинцы, приезжают на Бали, чтобы наслаждаться туризмом. Конечно, в рамках программы Бадунга я, как представитель местного парламента провинции Бадунг, и действующего губернатора Бали, мистера Костера, и его заместителя из Бадунга, в этой губернаторской программе указано, как мы можем развивать инфраструктуру и соединять провинции друг с другом. Как оживить Бали, чтобы он жил не только в мечтах. Бадунг — один из двигателей, губернатор займется связью инфраструктуры между провинциями, как Гианяр, Клункунг, Карангасем, Бангли, Сингаранджа, Нигара также развивались. Всего 9 округов и 1 город. Нынешний губернатор будет это реализовывать. С 2025 по 2030 год в фокусе будет развитие дорог и инфраструктуры, чтобы туризм действительно приносил удовольствие и комфорт, и чтобы люди наслаждались природой Бали. Природа будет развиваться, и не будет разницы между одной провинцией и другой. Все будут расти равномерно. Поэтому инфраструктура должна быть качественной. Все будет идти по плану правительства. Каждая провинция будет развиваться. В Бадунге, помимо губернаторской программы, мы также улучшаем дороги.
Земля здесь более подходящая. Особое внимание уделяется пробкам. В Бадунге планируется построить кольцевую дорогу в Пичату, Унгасане, Джимбаране, а также в Чангу, чтобы избежать пробок. Будет построена короткая дорога в Чангу, а также объезд с Джалан-Гатот, Суброта прямо в Чангу, чтобы не было заторов. Затем второе. В Бадунге мы сосредоточены на комфорте и чистоте. Поэтому мы также много учимся на примере утилизации мусора за рубежом. В Украине, в Корее, затем в Японии. Также хорошее управление отходами. Так что мы тоже в Бадунге внедрили программу Zero Waste. 0 отходов, то есть никакого мусора, все чисто и удобно, чтобы гостям было чисто и комфортно. А с другой стороны, конечно, мы, балийцы, продолжаем сохранять то, что называется традицией, культурой и обычаями. Это мы должны сохранить, особенно мы, как балийцы. И это тоже традиции, культура и обычаи, которые мы также представляем туристам, гостям, приезжающим на Бали, чтобы они знали, что это балийская культура, которая всегда стремится жить в мире, комфорте и гармонии. Поэтому мы вместе с правительством поддерживаем связь, гармонизацию между гостями, приезжающими на Бали. В Бадунг мы встречаем их радушно и с радостью, потому что гостей всегда нужно радовать, когда они приезжают на Бали. И точно так же туристы, приезжающие на Бали, тоже должны радовать нас. Вот как мы это выстраиваем. Есть множество направлений для гостей на Бали. Это отдых, туризм, деловые встречи, бизнес. И мы все это поддерживаем. Мы заботимся обо всем этом, конечно же, в соответствии с существующими правилами. И Бадунг очень открыт для инвесторов. Бадунг открыт для развития бизнеса, потому что без бизнеса экономика не сможет развиваться. Без инвестиций экономике тяжело расти. Сложно строить бизнес без инвестиций, ведь тогда не развивается ни один сектор, включая туризм, бизнес, сельское хозяйство. Как поддерживать сельское хозяйство, как поощрять фермеров? Эта связь между туризмом и бизнесом, отдых, бизнес и инвестиции могут дать положительный эффект для туризма и сельского хозяйства. Хороший эффект для агросектора. Мы стараемся снизить нагрузку на один регион за счет других. Например, даем приоритет развитию сельскохозяйственных районов. Есть туристы, есть предприниматели. Строятся отели, развивается туризм. Мы все это поддерживаем, включая инвесторов, приезжающих на Бали в Бадунг. Мы никогда не запрещаем это, если соблюдаются все существующие правила. Бадунг открыт для всех гостей при условии соблюдения местных нормативов. И мы рады, что в Бадунге много инвесторов. Конечно, мы ожидаем, чтобы и окружающая среда сохранялась в хорошем состоянии, и развитие шло в том направлении, чтобы оно действительно приносило положительный эффект. Поэтому мы создаем и доносим соответствующие правила до гостей. Если у вас бизнес, отель или ресторан, следуйте им. А также развивайте такую вещь, как бизнес в сфере недвижимости. Господин Ками всегда дает конструктивные советы и рекомендации, чтобы наше сотрудничество с бизнесом и обществом было устойчивым и взаимовыгодным. Мы стремимся, чтобы каждый гость ощущал себя не просто туристом, а частью нашей семьи. Когда местные жители и инвесторы работают сообща, это создает устойчивое и гармоничное будущее. Спасибо большое за такую полную информацию по поводу инфраструктуры. Интересует, какой район Бали ты бы назвал тихим героем? Место, которое, возможно, еще недооценено, но имеет очень большой потенциал для туризма. Мы всегда будем подавать хороший пример на Бали. Программы, которые мы реализуем, это не просто мечты, а конкретные действия. Мы хотим, чтобы развивались все регионы, каждый округ, в Бадунге, в Петанге, через развитие сельского хозяйства. Кута, Южная Кута, Северная Кута, Чангу — все будут развиваться. Что будет дальше, как вы думаете? В дальнейшем Бадунг продолжит сохранять свои территории и природу. Если это девелопер, отель или ресторан, они могут развиваться в Бадунге. Мы поддержим, если экология будет сохраняться. Как сохранить окружающую среду, чтобы всем было комфортно?
Инвесторы должны приносить комфорт, позитив, а общество принимать изменения с пониманием. Путу, ты знаешь остров как свои 5 пальцев. Если мы бы сейчас хотели дать совет застройщикам, например, 3 вещи, на что им стоит обратить внимание. Вот что ты считаешь важным? Что должны делать застройщики для защиты окружающей среды? Они должны заботиться о ее сохранности. Потому что там, где они строят, живут люди. И это нужно сохранять. Нельзя разрушать природу. Поэтому необходимо соблюдать установленные правила. Все действующие нормативы должны выполняться. Также очень важно уважать то, что мы называем традицией, культурой и обычаями. Это фундамент, который мы на Бали оберегаем. И гостей, которые приезжают, также нужно уважать. Поэтому необходимо сохранять баланс. Баланс между инвестициями и окружающей средой. Между инвестициями и нашими традициями и культурой. Это все должно сохраняться. Если бы ты мог выбрать одну инициативу, чтобы сделала жизнь на Бали идеальной, что бы это было? Большие широкие дороги и парковки для байков, возможно, увеличение количества медицинских учреждений, больниц, возможно, социальная инфраструктура, школы, или же переход полностью на зеленую энергетику. Как я уже говорил, особенно в Бадунге, мы обязаны беречь природу. Да, окружающая среда должна быть чистой. Поэтому мы просим всех гостей и инвесторов, которые приезжают, принимать участие в поддержании безопасности, комфорта и чистоты. Чтобы было чисто. Как сделать так, чтобы Бадунг и весь Бали были чистыми? Сейчас одна проблема — это парковки. Нам действительно не хватает парковочных мест. Это вызывает пробки. Нам нужны инвесторы, которые смогут построить парковочные зоны. Каждый проект должен предусматривать зону для парковки. Можно даже развивать бизнес в сфере парковки. Таким образом, возможны проекты по мусору, парковке и другим направлениям. Есть много сфер для развития. Важно сохранить баланс между строительством отелей и вилл и заботой о чистоте, природе и о других аспектах, в том числе уличное освещение и видеонаблюдение. Это обеспечит безопасность и освещенность улиц на Бали. Все районы должны быть чистыми и светлыми. Если бы ты мог дать зеленый свет одному экологическому проекту на Бали, что бы это было и почему? Во-первых, как инвесторы приезжают на Бали? Они приезжают в Бадунг и должны учитывать местные обычаи. Архитектурный стиль должен соответствовать культуре Бали. Каждое здание должно иметь балийский характер. Это обязательное условие. А также соблюдение нормативов. Каждый инвестор обязан следовать правилам. Мы, балийцы, особенно в Бадунге, открыты для инвестиций. Мы поддерживаем развитие. И мы предоставляем поощрения. Это своего рода награда за соблюдение правил. Например, упрощение разрешительных процедур. Мы стараемся, чтобы процесс был таким, как требует центральное правительство. Система ОСС должна быть оперативной, чтобы инвесторы могли быстро получить ответы. Скоро все оформляется. Оперативность — наш приоритет. Быстро. Мы хотим, чтобы инвесторы чувствовали комфорт. Комфорт в процессе строительства. Комфорт во взаимодействии на Бали. Особенно в Бадунге. Мы надеемся, что инвестиции будут полностью соответствовать действующим правилам. В будущем Бадунг будет еще более доступным. Процесс строительства будет понятным. Все будет строго в рамках правил. Чтобы была гарантия для инвестиций, юридическая определенность, которую соблюдают инвесторы. Инвесторы, действующие на Бали. Мы, как застройщики, часто фокусируемся на удобствах и дизайне. А что, по твоему мнению, создает настоящую магию жизни на Бали? Что нельзя купить на деньги и на что стоит обратить в первую очередь внимание при создании проектов? Что касается концепции автоматизации или дизайна, Бали и Бадунг — это источник вдохновения. И мы можем развивать это вдохновение через духовный туризм. Духовный туризм может принести положительный эффект как для окружающей среды, так и для инвесторов, а также для людей, которые действительно хотят развивать духовные практики. Конечно, и в духовном туризме есть свои правила.
Но они вполне выполнимы, если деятельность не вредит природе и происходит на открытом воздухе. Это позволяет сохранять дух Бали и его культурную самобытность. Культура Бали остается в центре. Развитие, да, но с уважением к природе и экологии. Итак, решение правительства и реализация правил — это ответственность правительства. Оно повторно проверит, может ли эта инвестиция дать долгосрочный эффект для общества, для самого правительства, и это должно регулироваться. Как сделать так, чтобы инвесторам было комфортно? Мы предоставим поощрение инвесторам, чтобы мы могли действительно сохранять гармонию в плане развития инвестиций, которые осуществляются в Бадунге. Если бы ты мог изменить одно из правил на Бали для застройщиков, что бы это было, по твоему мнению? Да, правила, которые мы можем создать для облегчения работы инвесторов, должны быть разработаны. Изменения в регулирование, которое приносит выгоду и положительное воздействие для инвесторов, а также оказывает положительное влияние на окружающую среду. Поэтому мы в правительстве города Бадунг всегда изучаем, анализируем правила, которые мы действительно можем предложить. Поэтому мы прислушиваемся к общественности. Таким образом, мы можем изменять правила в соответствии с общественными намерениями или потребностями. Путу, 2 месяца назад очень большой шум надело заявление одного из министров, если не ошибаюсь, министр туризма, новый министр туризма Бали, о том, что будет определенный запрет на строительство в определенных регионах, на землях определенного цвета на Бали. И это возбудило девелоперское сообщество на Бали, и инвесторов в том числе, и многие думали, что, возможно, и больше не будет возможности строить новые отели, новые виллы и так далее. Дай, пожалуйста, больше информации, что все-таки ждет отрасль Бали, будет ли ожесточаться этот закон, либо же применяться новые меры, и вообще, каким видишь ты регулирование этой отрасли? Конечно, все недостатки, я имею в виду, что мы пересматриваем нашу политику, меняем правила и в этом случае. Мы меняем правила в зависимости от зоны, от того, как она устроена, чтобы сохранить ее благородный облик. Какова роль правительства в развитии каждого региона? Правительство всегда отслеживает развитие каждого региона. Где-то развивается промышленность, где-то сельское хозяйство, где-то мелкий бизнес, а где-то привлекаются инвестиции, отелей, вилл, ресторанов. Теперь правительство Бадунга, конечно же, смотрит, приносят ли инвестиции в туризм, такие как отели, виллы и прочее, положительный эффект. Наносит ли это вред? Или наоборот, приносит пользу? И оказывает ли это положительное влияние? Пока что, согласно нашим наблюдениям, окружающая среда сохраняется в хорошем состоянии, а инвестиции в Бадунге происходят в рамках закона, и население также получает от этого выгоду. Именно поэтому мы продолжаем анализировать. Даже если возникает проблема или письмо министра с требованием закрыть, это нужно учитывать. Особенно если министр инвестиций требует закрытия. Мы в Бадунге пока не предприняли никаких действий. Посмотрим сначала, оказывает ли регион или окружающая среда еще влияние. Если развитие еще возможно, тогда мы изучим это, поскольку Бадунг — это автономный регион. У этого автономного региона есть собственные правила, но они также соответствуют национальному законодательству. Мы изучаем все это, и пока мы в Бадунге еще не выпустили официального уведомления «Нормативный акт» о регулировании накопления инвестиций в секторе туризма. Пока нет, мы все еще анализируем, и если позже будет принято решение, мы обязательно создадим региональный нормативный акт, чтобы гарантировать законность всех инвестиций. Сейчас туризм в Бадунге в особенности все еще открыт, и при этом инвестиции дают реальный доход и последствия этих вложений. Путун, часто говорят, что Бали – это место, куда приезжают за вдохновлением. А что вдохновляет тебя здесь больше всего? Многие приезжают на Бали и находят вдохновение, будь то из-за природы или просто потому, что они наслаждаются средой. Многие гости, как и я, чувствуют себя комфортно на Бали, и поэтому мы всегда говорим, как нам сберечь этот комфорт? Обычаи, культура, традиции и окружающая среда должны быть сохранены. Как создать ощущение уюта?
так, чтобы можно было спокойно отдохнуть на Бали, подумать, вдохновиться чем-то хорошим и позитивным. Какие проекты за последние 5 лет ты считаешь настоящей гордостью для Бали? А какие, возможно, ошибкой или разочарованием? Конечно, в будущем я всегда хочу, чтобы Бали оставался комфортным. Это также влияет и на Бадунг, поскольку около 75% туристических объектов находятся в Бадунге. Как двигаться вперед, чтобы туризм развивался, люди были довольны, а мы создавали правила, улучшали туристические объекты, ремонтировали общественные туалеты. Также, как сделать парки удобными для восприятия. Чтобы не было пробок, нужно строить инфраструктуру в каждом районе, чтобы движение было свободным. Не было заторов. Вот над чем мы будем работать, потому что Бадунг и Бали неотделимы от туристического сектора, и поэтому мы хотим обеспечить комфорт для всех туристов, приезжающих в Бали, особенно в Бадунг. Как ты думаешь, современные застройщики действительно заботятся о Бали и сохраняют ее уникальность? Либо же это просто красивая фраза для инвесторов? Мы уверены, и я лично уверен, что инвесторы, приезжающие на Бали, развивая свой бизнес, будут обеспечивать нам комфорт, и мы тоже рекомендуем сохранять уникальность. Преимущества традиций нужно защищать вместе. Если бы ты мог отменить одно из решений власти Бали за, например, последние 5-10 лет, что бы это могло быть и почему? Где бы ты хотел вернуться назад и, возможно, внести какие-то изменения? Конечно, в туризме есть и риски. Их довольно много, и мы рассматриваем, как сохранить безопасность и удобство. Например, в одном районе мы предоставляем пространство для бизнеса, например, ночного клуба. Но если этот клуб создает опасность, влияет на окружающую среду и традиции, если такой клуб приносит угрозы или нарушения, тогда мы принимаем меры. Например, если это касается наркоторговли, если клуб связан с этим, мы это видим, мы вмешиваемся. Мы также ограничим правила и отменим разрешения для тех, кто нарушает окружающую среду, тех, кто мешает обществу, и тех, кто наносит ему вред. Поэтому некоторые правила мы можем запретить или ограничить, если они мешают. Местные жители часто жалуются о том, что застройщики думают только о туристах и инвесторах. Как ты видишь роль застройщика в улучшении жизни балийцев? Где здесь эта тонкая грань между бизнесом и ответственностью перед местными жителями? Какова роль инвесторов? Мы открыты для инвесторов. Бадунг открыт для инвесторов, но все должно быть сбалансировано. К примеру, комфорт. Инвесторы, которые сюда приезжают, тоже должны обеспечивать комфорт для окружающей среды, для местного сообщества. Нельзя допускать, чтобы происходило разрушение. Нельзя, чтобы страдала окружающая среда. Инвесторы не должны думать только о себе, забывая об остальных. Они должны думать и о других. Они должны думать и об окружающей среде. Мы должны заботиться друг о друге. Мы заботимся об инвесторах, но и они должны заботиться об обществе. Я думаю, ты достаточно часто общаешься с разным бизнесом, в том числе и с девелоперами. Скажи честно, что тебя раздражает в застройщиках, либо, возможно, в их подходе? Часто возникают недопонимания. Или отсутствует гармоничное общение с застройщиком. Потому что застройщик не общается с соседями или местным окружением. А когда нужно наладить диалог, инвесторов нет на месте. И мы сталкиваемся с трудностями. Но если общение налажено, все проще, и все может получиться. Инвестиция может быть успешной. Проблема в том, что инвестор никогда не приглашает нас к диалогу. Это нарушает гармонию в нашей среде. Если бы ты мог оставить свое наследие на Бали в виде одного здания, либо проекта, либо чего-то такого, чтобы запомнилось в дальнейшем, что бы это было? Так что влияние инвестиций на сообщество, если сообщество хорошо сотрудничает с инвестором, это может привести к положительным результатам. В таком случае на Бали мы получим материальное наследие от этих инвестиций. Например, срок инвестиций составляет 30 лет. После завершения проекта инвестиции будут переданы нам как наследникам. И мы сможем продолжать использовать это в будущем на благо следующих поколений. Если это наследие будет хорошо сохранено, между инвесторами и нами, жителями Бадунга, существует гармоничное общение.
Как создать хорошую атмосферу? Как создать положительное значение для инвестиций на Бали? Положительное значение для инвестиций в Бадунге. Таким образом, туризм, который развивается в Бадунге и на Бали, действительно будет полезен для жителей Бали, при условии, что не будет снижена ценность местного наследия. Местное наследие Бали и Бадунга. Путу, спасибо тебе большое за то, что нашел время для сегодняшнего интервью, дал ответы на достаточно разные вопросы для сообщества девелоперов на Бали, да и в целом для инвесторов на Бали. Это знак и сигнал, что в ближайшие 5 лет власть открыта для возможных коммуникаций, общения и для продолжения роста Бали. Но нужно понимать, что законы нам, более иностранцам, обязательно нужно соблюдать. И знать, что мы здесь гости. И традиции этого острова для нас так же священны, как и для местных. Спасибо за общение.